Теперь предлагаю связать вот такой элемент. То есть мы сейчас на видео отработаем все элементы, какие нам могут понадобиться, а дальше уже на нашу фантазию. И вот такой элемент. Они полностью идентичные. Разница только в том, что здесь 5 лепестков, а здесь 6. Ну, свяжем оба. Набираем 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сворачиваем в колечко. За нижнюю ветку петли заводите крючок, вытягиваем соединительную петлю, все, круг завершили. Первый столбик без накида делаем закрепительный. И теперь по кругу еще 23 столбика. Должно быть всего 24. Это для цветка на 6 лепестков. 2, 3, 4. Нитку, видите, я прокладываю, как обычно. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Можете подтягивать по колечку. Еще 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Соединительная петля завершает ряд. Теперь мы должны провязать 24 столбика с накидом, но есть определенные нюансы вывязывания этого ряда. Соединительной петлей перейдем на соседнюю петельку. Теперь из этой же петельки вытащите ниточку и провяжите столбик без накида. Это будет начало. И еще 2 воздушных петли. Это первый столбик. Второй столбик. 1, 2. Теперь вяжите 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Из следующей петли вывязываете столбик с накидом. Первый. Из следующей петли второй. Из следующей третий. То есть ничего не пропускаете, подряд вывязываете 4 столбика из 4 следующих петель. Сделали 4 столбика. 1, 2, 3, 4, 5. 5 воздушных петель. Накид. И снова продолжаете вязать столбики с накидом. Опять 4 штуки. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. И в следующей петле опять начинаем вывязывать столбики, 4 штуки. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Один, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. И вот остался у нас 6-й хвостик для лепестка. 1, 2, 3, 4, 5. И теперь из оставшихся 2 петель 1 столбик, 2 столбик. Мы подошли к первым 2 столбикам, с которых мы начинали ряд, и соединительной петлей завершаем. Вот такая получилась картинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 барьерчиков по 4 столбика и 6 арок по 5 воздушных петель. В этой точке, в этой петле закрепляетесь столбиком без накида и переходите сразу вязать лепесток. Накид, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можете немножко подтянуть. 1 воздушная петля и снова 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот мы обвязали 1 арку. Теперь 4 столбика здесь в серединке между 2 столбик без накида, накид и опять из следующего лепестка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Немножко подтяните, чтобы он на место сел. 1 воздушная петля и снова 6 столбиков. 1, 2, 3,
4, 5, 6. И опять между центральными парами столбик без накида. Что получается? Вот такая картинка получается. Еще 4 таких лепесточка обвяжите сами. Когда подойдете к последнему элементу, соединительной петлей завершите ряд в той точке, откуда мы начинали. Все, элемент будет готов. Вот я провязала 6-й лепесток и заканчиваю соединительной петлей таким вот образом. Нитку вытягиваю, перевожу ее на изнаночную сторону. Лепесток, когда отпарится, формочка немножко у него выровняется, будет такой симпатичный. Теперь можно более тонким крючком, а можно вот таким декером. У меня вот такой тоненький декер я специально приобрела. Очень удобно нитки прятать. То есть вы заводите с любого места, откуда вам нравится. Он тоненький, за иголочкой цепляется. За крючочек, за крючок нить зацепили и вытягиваете куда вам нужно. Можно сделать промежуточную петлю закрепительную, чтобы была гарантия, что нитка не выскочит. Вот так начинаете петлю вытягивать, а потом эту же нитку через нее протянули и вот так затянули. То есть это поможет более крепкому закреплению нити, и она уже потом в процессе носки никуда не будет выскакивать. Это хвостик от того, который мы вначале прятали в колечко. Его можете безболезненно отрезать. Ну и этот теперь тоже. Какие-то не острые. Теперь давайте свяжем точно такой же цветочек, только уже на 5 лепестков. Почему нужно разное количество лепестков? Потому что когда вы будете уже клеить матрицу, саму модель, могут быть различные отверстия, различные проемы между деталями. И куда-то удобно впишется 6-лепестковый цветок, куда-то 4-лепестковый, а куда-то может быть даже и 2-лепестковый. В общем, будете смотреть по ситуации. Вот такой сейчас свяжем на 5 лепестков. Чем отличается? В общем, начало абсолютно такое же. Воздушных петель. Если вы хотите, чтобы вот это отверстие было более маленькое, можете сделать 8 петель, 10 петель. Важно то, сколько вы будете набор делать столбиков без накида. Давайте вот это сделаем на 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. За нижнюю ветку петли завели крючок, соединились. Первая петля закрепляется столбиком без накида. И теперь в зависимости от того, сколько у вас будет лепестков,
умножайте это количество на 4. Значит, столько вам петель обвязки нужно сделать. А до этого я вязала на 6 лепестков. 6 у 4 я набирала 24 столбика. Этот я хочу сделать на 5. 5 у 4 20. Значит, у вас помимо вот этой петли первой еще нужно набрать 19 столбиков. Связать 19 столбиков без накида. Двадцать столбиков без накида. Первый. Соединительная петля на первый столбик. Столбик без накида. 2 воздушных петли. Мы получили первый столбик следующего ряда. Накид. Из следующей петли второй столбик. Ряд начинается таким образом, 2 столбиками. Теперь 1, 2, 3, 4, 5, накид. Из следующей петли, ничего не пропуская, первый столбик. Из следующей второй, третий, четвертый. После каждого четвертого столбика арка из 5 петель. И опять, ничего не пропуская, из следующей петли группу 4 столбиков. 1, 2, 3, 4. Арка 1, 2, 3, 4, 5. Накид 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Арка 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. И последние 2 столбика завершают ряд и объединяют конструкцию. И с первым столбиком соединительная петля завершает ряд. Итак, 1, 2, 3, 4, 5 групп из 4 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 5 лепестков. Еще раз один элемент повторим. В этой же точке делаем закрепку, столбик без накида. Переходите на лепесток. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можно подтянуть чуть-чуть. Теперь смотрите, по модельке, да, по рисунку, здесь одна воздушная петля. Но при желании, если вы хотите немножко приукрасить свой элемент, вы можете сделать не одну воздушную петлю, а 1, 2, 3. Затем завести крючок под первые 2 самые петли, протянуть ниточку и сделать вот такую красивую пикушку. И снова 6 столбиков с накидом. 1, 2,
3, 4, 5, 6. И между двух петелечек, между группа 2 столбика, столбик без накида. То есть смотрите, элемент практически такой же, и в то же время он получился такой более нарядный. И вот эти пикушки, они при сцепке, при формировании сцепного кружева, за них легче крепить следующие элементы, и добавятся элементы ажура. То есть если бы вы там плотно 2 кружочка сшили, да, не забывайте, что сшивать с изнанки нужно или вот так вот, или так они будут у вас крепиться, там смотреть нужно будет по модели, то с этим элементом, допустим, вот такой цветочек, можно так закрепить, можно между лепестками его закрепить. То есть уже будете смотреть, как вы слепите на ваше усмотрение. Ну все, так вяжите до конца цветочка. Здесь соединительной петлей завершаете ряд. Вот закончила 5 лепесточков, соединила соединительной петлей. Так они выглядят. Ниточку опять перетяните наизнанку и там потом ее запрячьте. Вот как отличаются два элемента. В общем-то одинаково связаны, только здесь, так как по схеме вот одна воздушная петля между 6, а здесь я сделала пику. Ну вот, значит, теперь вы умеете вязать цветок из 6 лепестков и из 5 лепестков. Точно так же здесь, если захотите, сделайте пику.